Всем привет! Очень много новичков, да и не только, сидят без серебра и не знают, где его взять и с чего начать зарабатывать. В этом видео покажу простой способ поднять серебро на черном рынке с минимальным бюджетом. Вам хватит несколько миллионов на балансе и немного терпеть. Не нужно быть проигроком или иметь супермастерки. Поехали! Если ты еще не шаришь, что такое черный рынок, слушай. Это NPC в Корлеоне, которые скупают у игроков шмот, а потом эти вещи падают другим игрокам как лут с мобов и сундуков. Корлеон – город в центре королевского континента. Черный рынок вот здесь. Главное для нас в том, что ЧР сам создает спрос и часто платит за вещи дороже, чем они стоят на обычных рынках. Купил дешевле, чем на ЧР? Поздравляю, ты уже на 90% достиг успеха и заработал. Сейчас покажу два простых примера, а потом разберем, как чекать цены и какие есть риски. Первый пример, самый простой. Готовые 4.1 вещи. Беру 4.1 для небольшого стартового капитала. Перепродавать можно любой тир, но помни, чем выше тир, тем дольше продается. План такой. В любом королевском городе покупаешь 4.1 шмот. Везешь в Корлеон. Выставляешь на продажу на ЧР. Ждешь, когда купят, обычно быстро. Считаешь прибыль? Все, серебро в кармане. Но бывает, 4.1 вещи стоят слишком дорого, и схема уже не такая прибыльная. Не проблема, делаем 4.1 сами. На рынке чекаешь цену, нужно 4.0 вещи плюс цену рун. Если все устраивает, покупаешь и чаришь за 4.1. К примеру, на двуручное оружие нужно 384 руны. Зачарить можно в мастерской артефакта, на карте обозначено так. Это топ для старта с парой миллионов серебра. Наугад, конечно, не покупать. Про то, как находить нужные предметы, сейчас расскажу. Это самое важное. Как понять, что выгодно прямо сейчас. В любом королевском городе заходишь в рынок, включаешь вот эту вкладку и ставишь фильтр. Я советую начать только с оружия, так проще. Тебя интересует обычное неартефактное оружие. ЧР плохо берет артефактные вещи и шмот в отличном качестве. Неартефактное – это обычно первые три оружия в ветке. Если сомневаешься, кликни по предмету. В рецепте только ресурсы, значит это то, что нужно. Дальше просто прокликиваешь все оружие и смотришь, за сколько его реально можно купить. Для начала смотри только двуручное, чтобы не путаться. В моем случае это примерно 10 тысяч за штуку. Когда ты уже понимаешь примерные цены, делаем одну простую манипуляцию. Покупаешь по одной штуке всего 4.0 неартефактного двуручного оружия и везешь в Корлеон. У меня на закуп ушло примерно 200 тысяч серебра. Идешь на черный рынок, жмешь кнопку «Продать», но ничего не продаешь. Так ты можешь смотреть цены на любой тир и любой предмет, вообще ничего не сливая. Теперь ищешь хорошую цену на нужный тир. В нашем случае это 4.1. Видишь, например, цену 20 плюс тысяч за штуку? Не спеши радоваться. Смотри график минимум за неделю. Насколько цена стабильная и идут ли продажи. Если цена держится и продажи живые, смело завозить товар. Теперь про риски, чтобы ты не улетел в минус. Во-первых, не вкладывай весь банк в одну вещь. Сегодня цена норм, завтра упала, и ты сидишь с пачкой шмота, который невыгодно продавать. По возможности бери максимум разнообразия. Начинай с маленьких партий. Во-вторых, всегда учитывай комиссии. Покупка, продажа, улучшение, везде есть налоги. Смотри не только купил за 10, продал за 20, а сколько у тебя останется после всех сборов. Третье. Не вези на ЧР артефактные вещи и шмот в отличном качестве. Для начала тебе более чем достаточно обычных 4.0 и 4.1. Четвертое. Смотри на активность заказов. Если по предмету почти нет заказов или он не двигается, ты просто застрянешь с этим шмотом. Нам нужны вещи, которые ЧР реально скупает, а не мертвая позиция. И последнее, самое важное. Риск дороги. Если ты везешь шмот в Корлеон из других городов, помни, что по дороге тебя могут бить гангеры в красных зонах. Не вези все, что у тебя есть сразу, особенно если ты только начинаешь. Если это видео тебе помогло, можешь поставить лайк, подписаться, а можешь и не подписываться, дело твое.
Главное, чтобы ты смог нормально поднять серебра и ходить в комфортном для себя тире и сетапе. Тогда играть будет намного интереснее.